Всем привет! Добро пожаловать на мой вязальный канал. Меня зовут Мария, и в этом видео я предлагаю связать со мной вот такой жилет. Сразу прошу прощения за посторонние звуки, у нас за окном дождик. Вяжется этот жилет сверху вниз. По конструкции это что-то типа японского плеча и реглан-погон. Сначала вяжется спинка и погоны до подрезов. Далее отдельно набираются полочки, вяжутся тоже до подрезов. И тут уже детали объединяются и вяжутся одним полотном до низа. Пряжа. Я использовала разную летнюю пряжу. Это такая смотка. А именно по одной нитке вот такого вот хлопка с 30% вискозы, темно-синего и серого цвета. Метраж тут 760 метров на 100 грамм. Одну нить ярко-розового льна, тут 1300 метров на 100 грамм. Также одна нить нежно-розового хлопка, 1000 метров на 100 грамм. И еще одна нить совсем тоненького крепового шелка, 3200 на 100 грамм. Вот получается из таких вот 5 конусов я вязала. И получился такой вот меланж. Итоговый метраж этих всех пряж, если посчитать, приблизительно 212 метров на 100 грамм. Для такого изделия можно использовать как летние составы, так и шерстяные, если есть такая потребность. Весит жилет без пуговиц 180 грамм. Ну и пуговица где-то 3-4 грамма. Спицы я использовала номер 3,5 и 3 миллиметра для обработки резинками. Плотность лицевой глади у меня получилась 21 петля и 27 рядов в квадрате 10 на 10 сантиметров. Размеры. Мои параметры: это обхват груди 88 сантиметров, и тут нет свободы облегания. Жилет сидит по фигуре. Для того, чтобы скорректировать размер, я, например, увеличила бы его таким способом. То есть я бы добавила здесь прибавки для закругления по пройме. Начала бы их, конечно, раньше, чтобы сохранить высоту проймы. И также расширила бы подрез. Сделала бы его пошире. Вот. Тут также есть небольшие грудные выточки. Их тоже можно увеличить, добавив больше укороченных рядов. И рассмотрим поближе мерки жилета. Ширина жилета 44 сантиметра. Высота по передней планке 38 сантиметров. Высота проймы 20. От подреза тела и до низа 23 сантиметра. Вот эта вот разница, углубление горловины по переду по отношению к спинке 8 сантиметров. Ширина горловины 19 сантиметров. Плечо, ширина вот этого погона и вместе с резинкой по пройме 7,5 сантиметров. И также все резинки, это резинка по низу, по горловине и по планке 3 сантиметра и по пройме 2 сантиметра. Диаметр пуговицы у меня получился пуговички 1,5 сантиметра в диаметре. Всего 8 штучек. 8 штук пуговиц. Вот. Далее будут еще фото и видео примерки изделия, и приступим к вязанию.
Прежде чем приступим к вязанию, рассмотрим схему спинки. Вот такую вот схему я нарисовала. Здесь нужно набрать 68 петель. Это где-то 31-32 сантиметра. Понятно, что горловина, когда будет полная, она будет больше, приблизительно 55 сантиметров. А это спинка и погоны. То, что мы будем вязать, это поворотное вязание. И вот такие вот точки разворота небольшие, для того, чтобы сделать углубление по спинке. И также несколько разворотов в погонах. Значит, набираем 68 петель. Я их распределила для спинки 34 петли. И получается в сумме погоны тоже 34. То есть пополам поделила эту цифру. По 17 петель на каждый погон. Здесь такой же принцип, как в погоне, потому я так их называю. Тоже прибавки в каждом ряду мы делаем. Значит, набираем 68 петель и сразу же расставляем маркеры. Маркеры также вот тут, где у нас будут прибавки. И туда-обратно вяжем вот эти вот точки разворота. Когда их отвяжем, приступаем ко второй половине. И здесь тоже делаем точки разворота. И дальше уже просто поворотным вязанием вяжем нужное нам количество рядов, чтобы сделать нужной длины погон. И также здесь мы будем по кромочным петлям в каждом ряду в начале и в конце провязывать кромочные, чтобы потом было легче из этих кромочных добирать полочки для переда. Приступаем, набираем обычным способом 68 петель, берем спицы 3,5 и набираем наши петли. Набираем 17 петель и сразу же ставим маркер, который у нас будет отвечать за прибавку. Набрали 17 петель, и я ставлю такой вот неразъемный маркер, который будет отвечать за прибавку в каждом ряду. Далее еще 34 петли спинки и опять маркер. И потом останется 17 петель добрать. Так, набрали в сумме 68 петель. И теперь по нашей схеме еще доставим маркеры укороченных рядов. То есть вот 3 маркера по погону у нас и 3 по спинке. Цифра это обозначена, сколько петель мы будем захватывать. То есть 2 петли вот от этого места, где у нас прибавки, еще 3 и еще 5. И тут 2, 3 и 3. Расставляем, ориентируясь на вот этот маркер. Значит, зеленые маркеры по спинке нужно отделить. Получается 2 петли. Еще 3 и еще 5. Это по спинке, и по погону у нас получается 2, 3 и 3. И дальше уже, я думаю, все понятно. Расставляем маркеры, чтобы потом было легче нам вязать. Так, расставили маркеры по схеме. И как же мы будем сейчас вязать? Начинаем мы с изнаночного ряда. Вот, начинаем вязать. Эти 3 маркера мы переснимаем, довязываем до спинки, захватываем 2 петли спинки, и здесь у нас будет первая точка разворота. То есть здесь мы захватываем 2 петли и разворачиваемся. Вяжем до погона, захватываем 2 петли погона, здесь у нас вторая точка разворота. Разворачиваемся, вяжем опять в сторону спинки, тут подхватываем обвитую петлю и довязываем до второй точки разворота по этой стороне спинки. Здесь у нас третья точка разворота. Третья, дальше 4, разворачиваемся, 5, дальше 6, разворачиваемся, вяжем все петли спинки,
эти 3 маркера мы переснимаем, довязываем до петель погона. Здесь у нас 7-я точка разворота. 2 петли погона захватываем, разворачиваемся. Разворачиваемся, захватываем 2 петли спинки. Здесь 8-я точка разворота. Дальше 9-я, 10-я, 11-я и 12-я. Здесь последний раз развернулись и довязываем ряд до конца. И все. И с этого момента у нас просто поворотное вязание, не забывая в каждом ряду делать прибавки. То есть здесь, когда мы делаем укороченные ряды, мы тоже делаем прибавки в каждом ряду. Вот такая вот схема. Здесь у меня пятерочка не очень получилась, но это 5-я точка разворота. Вот 1-я, 2-я, и вот так вот пошли. И пока не довязали ряд до конца. И дальше уже просто вяжем поворотным вязанием, делая прибавки до нужной длины погона. Какое мы хотим плечо. И начинаем вязать. Начинаем мы с изнаночного ряда, потому что у нас так после наборного ряда стоят петли. И так как мы провязываем кромочную в каждом ряду, мы сразу же ее провязываем в изнаночном ряду изнаночной петлей. Вот так вот ее подхватываем и провязываем изнаночной. И дальше петли погона все вяжем, переснимая 3 вот эти маркера. Провязали погон, маркеры пересняли и дошли до маркера прибавки. Переснимаем его и делаем прибавку. Прибавку будем делать вот такой вот скрещенный накид. Так вот заворачиваем нитку и затягиваем. Можно делать, конечно, накид, но я сразу так закручиваю, чтобы потом было удобнее вязать. И вяжем 2 петли спинки. И дошли до маркера. 1-я точка разворота. Снимаем маркер и разворачиваемся. Вы разворачиваетесь, каким вы привыкли способом. Я обвиваю следующую петлю. И разворачиваюсь. Вяжем петли спинки, 2 петли и также петлю прибавки, тоже провязываем лицевой. И делаем новую прибавку, точно такую же. То есть она должна выглядеть так же. Можно накидом, можно вот таким вот скрещенным накидом. Мы делали точно такой же закрученный накид. И переснимаем маркер и вяжем дальше 2 петли погона. И снимаем маркер и разворачиваемся. Таким образом делаем углубление по спинке. Второй изнаночный ряд, петли погона, дошли до маркера, мы его переснимаем, он должен быть всегда тут, возле погона, а прибавки уже в спинке. И делаем опять такой же накид закрученный или воздушная петля и затягиваем. Эту петлю мы провязываем изнаночной в изнаночном ряду. И дальше вяжем туда-обратно укороченными рядами. Сейчас еще покажу, как я подхватываю обвитую петлю по изнанке. Вот она. Я ее подхватываю, одеваю на спицу
и провязываю вместе с изнаночной. И дальше вяжу до следующей точки разворота. Вот наш маркер. Опять разворачиваюсь. Лицевые петли по спинке. И опять прибавка. Прибавки все должны в одну сторону смотреть. То есть все должны быть одинаковые. Перекидываем маркер и петли погона. Здесь опять обвитая петля. Это уже по лицевым петлям. Тоже я ее закидываю на спицу и провязываю вместе с лицевой. Дальше вяжем все укороченные ряды по этой стороне и дойдем уже до следующих. Я думаю, тут все понятно, я объяснила, где какие точки делать. После того, как провяжем последний укороченный ряд по этой стороне, тут 6-я точка разворота, мы провязываем все петли спинки, переснимая 3 зеленых маркера, то есть они нам еще нужны будут. И первый разворот с этой стороны спинки мы делаем в погоне. Если тут мы первый раз разворачивались по спинке, то здесь с этой стороны первая точка у нас в погоне. 7-я. Дальше 8-я, 9-я, 10-я, 11-я и 12-я. Заканчиваем мы этой точкой, которая у нас по спинке 3-я. И после этого довязываем ряд до конца. Не забывая, что нужно кромочные нам провязывать в каждом ряду. И прибавки, соответственно, тоже в каждом ряду. Я еще покажу, как с этой стороны делать прибавки. А тут пока довязываем все укороченные ряды по правой стороне нашего вязания. Так, готовы у нас укороченные ряды по одной стороне спинки. Это получается у нас правая сторона. Вот так вот выглядят прибавки. И провязали все петли спинки после последней точки здесь. Провязали спинку, пересняли маркеры и дошли до маркера прибавки. Здесь у нас тоже будут прибавки. Нужно сделать симметричные, как мы делали здесь. То есть, если мы делали вот такую прибавку справа, то слева мы делаем в другую сторону. Вот так. И затягиваем. Переснимаем маркер. Вяжем петли погона. Разворачиваемся. 2 лицевые и опять у нас прибавка. Делаем опять в ту же сторону. Вот так. И затягиваем. Далее вяжем самостоятельно укороченные ряды туда-обратно. И в конце довязываем ряд до конца тут. И просто поворотным вязанием вяжем, пока не свяжем нужной нам длины погон. Не забывая делать, провязывать кромочные петли и в начале, и в конце. В лицевом ряду вяжем кромочные лицевыми, в изнаночном ряду вяжем кромочные изнаночными петлями. На данном этапе у нас отвязано 15 рядов по погону. Вот здесь, если смотреть по переду,
И от горловины спинки тоже 15 рядов. По 21 прибавке мы провязали. И на этом этапе будем отделять спинку. Для этого мы провяжем 16 ряд по погону. Получается, это у нас, если смотреть вот так, это будет спинка, это левый погон. В левом погоне получается на один ряд будет больше, потому что мы сейчас провяжем тут петли и дальше будем вязать только петли спинки. Потом, когда будем набирать полочку, провяжем еще тут в погоне, чтобы сравнять количество рядов. Где-то тут получается это расстояние 15 рядов почти 6 сантиметров. И ширина спинки у нас 76 петель, это приблизительно 35 сантиметров. Будем делать убавки, чтобы немножко сузить нашу спинку. Поэтому вяжем сейчас все 17 петель погона, уже прибавку не будем делать, а так будем и вязать, как у нас расположены петли. Здесь уже можно не провязывать кромочную первую, так как у нас уже идет завершение погона. Вяжем 17 петель погона и начнем вязать отдельно спинку. Провязали погон, маркер мы уже снимаем, так как мы прибавки уже тут не делаем, и вяжем петли спинки. Значит, у нас тут прибавка была, провязываем. Это будет первая петля спинки. Давайте назад вернем маркер, чтобы потом не запутаться. Эти петли все равно можно будет уже потом переснять, так как они у нас не будут задействоваться. Первая петля спинки, еще одна петля, и сразу же делаем убавку, просто провязывая 2 петли вместе. Вот так, немножко сузим, чтобы не было у нас такого острого уголка. Будет всего, получается, у нас таких убавок 5 раз в каждом втором ряду с обеих сторон. Итак, вот наша спинка. Вот я пересняла погоны на ниточку. И после убавок у нас тут по прямой мы вязали на спицах 66 петель. И отвязано от горловины 43 ряда. Это где-то 16 сантиметров. А если считать, как мы вязали вот от погона, то тут у нас 28 рядов вместе вот с этими убавками. Теперь делаем прибавки для того, чтобы выйти на подрез. Тоже очень просто. Вот наши убавки. У нас тут кромочная, лицевая 2 вместе с одним наклоном и с другим. Ну и прибавки мы по тому же принципу делаем. Тоже кромочная. Это получается 44 ряд от горловины спинки или 29 ряд от погона. В этом ряду делаем прибавку. Кромочную снимаем, 1 лицевая, и делаем прибавку такую, как мы делали для погонов. Вот так. Тут, в принципе, можно в разные стороны крутить, главное, чтобы они были симметричные, справа и слева. Ну, например, вот такой вот закрученный накид. Можно сделать накид, можно вот такую вот воздушную петлю. И такая прибавка. И, соответственно, слева в другую сторону делаем. Вот такие вот прибавки. Всего нужно сделать 8 прибавок в каждом втором ряду. Это получится у нас еще 16 рядов нужно провязать.
потому что мы делаем, получается, прибавки в каждом лицевом ряду и заканчиваем изнаночным рядом. Делаем прибавки с одной стороны и с другой. И можно будет спинку отложить. И будем поднимать полочки по нашим погонам. Отвязали все прибавки для закругления проймы. Вот как они выглядят. По 8 прибавок. И я пересняла на нитку спинку и обрезала нитку. И вот как прибавки выглядят слева. То есть точно так же, как мы делали по нашим погонам, точно такие же прибавки. И теперь нужно довязать, у нас здесь ряд не довязан по, получается, правому погону. Начинаем отсюда ряд и перейдем плавно на полочку, чтобы не было лишних кончиков. Провяжем петли погона. Получается 17 петель нашего погона, и отсюда начнем добирать петли по полочке. Берем нитку и приступаем. Первую петлю тоже провяжем, так как у нас в том погоне эта петля провязана. Поэтому ее тоже провязываем лицевой и вяжем остальные петли. Связали петли погона, это получается 16 ряд, чтобы у нас было одинаковое количество по погонам в рядах. И опять пересняли на нитку или на что вам удобно. А по вот этой части, где у нас такие вот кромочные мы вязали в каждом ряду, мы будем добирать петли для полочки. Значит, нужно добрать 13 петель по вот этим вот кромочным, но чуть ниже. Получается, вот у нас лицевая дорожка, вторая после кромочных петель, и мы между этими двумя дорожками будем поднимать петли. Вот у нас такие есть тут места. Нужно всего 13 петель. Почему такое количество? Потому что я по плотности по своей померила, сколько у меня будет 16 рядов в сантиметрах. Это приблизительно 6 сантиметров. И если смотреть в петлях, то 6 сантиметров это где-то 13 петель. Можно, если сложно, вот так вот приложить и приблизительно посчитать, сколько нужно петель, чтобы было такое же расстояние в погоне. Значит, эту же нитку, получается, для чего мы оставляли здесь, не довязывали ряд, чтобы потом здесь довязать и эту нитку не обрезать, а дальше использовать. Поэтому с помощью этой нитки будем сейчас поднимать петли. Здесь вот это у нас первая петля, мы ее не трогаем, потому что она потом у нас пойдет в обработку проймы. Мы берем следующую после нее. Вот это место. И отсюда у нас будет первая петля. И поднимаем. Вот так. Здесь нужно будет места пропускать, потому что у нас кромочных больше, чем 13. Поэтому кое-где просто пропустим, чтобы получилось 13 петель. И поднимаем вот так вот петли из вот этих промежутков под кромочными. Ну, давайте третью пропустим. И нужно всего поднять 13. Поднимаем. Подняли 13 петель. Я тут всего 2 раза вот пропустила вот такие вот места, чтобы получилось у меня 13 петель. И вот эту вот последнюю захватить. Главное здесь захватить первую и последнюю. А тут в середине можно скорректировать. И это у нас получается первый ряд.
Вяжем второй ряд изнаночный. Вяжем обычным поворотным вязанием, то есть кромочную мы снимаем и вяжем петли. Изнаночный ряд. Итак, готовы 2 ряда и вяжем третий ряд. Здесь будем делать уже прибавку для того, чтобы закруглить по переду горловину. Вяжем третий ряд, не довязывая 2 петли. И делаем аналогичную прибавку, как мы делали для закругления по пройме. То есть делаем вот такую вот скрещенную петлю воздушную и довязываем до конца. Это первая прибавка. Всего нужно будет сделать 14 прибавок. Я такую небольшую схему по-быстрому нарисовала. Значит, первая прибавка у нас один раз в третьем ряду прибавляем, дальше еще 6 раз в каждом втором ряду и еще 7 в каждом ряду. Получается вместе 14. Вот этот участок в каждом ряду, то есть мы прибавляем и в лицевом, и в изнаночном. И дальше нужно будет еще добрать 6 воздушных петель. Почему 6? Потому что у нас здесь 13 петель плюс 14, это уже 27. А нам нужно, чтобы ширина полочки была 33 петли. То есть половина от спинки, когда мы сделали убавки по спинке, у нас было 66 петель. Поэтому полочка будет 33. И нужно будет добрать 6 воздушных петель и уже вязать дальше по прямой. А именно, если от погона считать, нужно будет провязать еще 40 рядов. Это перед закруглением по пройме. То есть провязываем от погона 40 рядов. И получается делаем еще 16 рядов вместе с прибавками в каждом втором ряду 8 раз, чтобы выйти на подрез. Вяжем одну полочку и симметрично вторую. Готова одна полочка до подрезов. Вот как она выглядит. Значит, здесь после последней прибавки, прибавка была последняя у нас в изнаночном ряду, и был провязан еще лицевой ряд, и в лицевом ряду уже были добавлены вот эти 6 воздушных петель. Это правая полочка. А в левой полочке, получается, добавляем петли в том же ряду, в котором последняя прибавка. То есть в изнаночном ряду сразу же и добавляем петли. Нужно 6 петель воздушных. Покажу как. Вот таким обычным способом, просто еще 6 раз добавляем петли. Получается здесь на ряд раньше, потому что у нас зеркальные эти полочки. И здесь как бы в изнаночном ряду мы продолжаем петли, а здесь в лицевом. Ну, я думаю, что эта разница будет несущественная в один ряд. Главное все прибавки провязать. Вот как выглядят прибавки в каждом ряду. Это точно так же, как мы по погонам делали. Только здесь получается у нас кромочная, лицевая и место для прибавки. Вот так. И всего получается здесь 40 плюс 16. Получается 56 рядов от погона, если считать все ряды вместе с вот этим закруглением для проймы. В сантиметрах приблизительно, ну, почти 20 сантиметров тут от погона. И вот так вот добрали петли воздушные и вяжем. Тут важно вот эту петлю первую не потерять, потому что она как бы неполноценная. Вот так вот перекидываем ее назад на спицу,
чтобы она у нас не потерялась. И дальше вяжем лицевыми петлями, получается, потому что это у нас лицевая сторона. Вот так вот аккуратно снимаем, чтобы у нас, потому что они у нас такие раскручиваются немножко. И последняя из 6. Вот так вот. И дальше уже вяжем все петли туда-обратно. От погона 40 рядов, и через, как отвяжем 40 рядов, начинаем делать прибавки для проймы. Напомню, что 8 прибавок в каждом втором ряду. То есть 40 рядов отвязали, в 41 вяжем ряд с прибавкой, и далее в каждом втором ряду добавляем вот такие вот скрещенные накиды. Итак, готова и левая полочка. Вот у нас нитка выходит на эту сторону, и мы уже ее не будем обрезать, а так и будем вязать захватывая полочки и спинку до конца, до низа изделия. Вяжем петли полочки. Получается, от погона у нас отвязано 56 рядов. И вот этот ряд уже будет 57, который объединит полочки со спинкой. Вяжем все петли левой полочки и будем делать подрез. Провязали левую полочку, и с подрезом все просто. Мы просто добираем 9 воздушных петель. Вот такие вот 9 петель подреза. И соединяем со спинкой. То есть вяжем дальше петли спинки. С другой стороны делаем аналогичный подрез. И теперь вяжем одним полотном поворотным вязанием какое-то расстояние. И сделаем потом еще выточки для груди. Так как у нас изделие по фигуре более-менее, поэтому нужно сделать еще коррекцию, чтобы не подпрыгивал вперед. Так, провязали, получается, если считать ряд, в котором мы делали подрез, если его считать первым, то 4 ряда от подреза, и уже в этом, на этом расстоянии можно делать выточку для груди. Возможно, у вас нужно провязать какое-то другое расстояние, но я мерила на себя, и мне как раз несколько сантиметров, где-то сантиметр до самой выпирающей точки груди остается, поэтому я теперь делаю выточку. Как я ее буду делать? Значит, полочка у нас 45 петель. Я также сделала здесь имитацию шва. Такая вот одна петля центральная подреза, она изнаночная, чтобы легко было мерить расстояние полочки и спинку. И также, чтобы потом после ВТО было легко раскладывать по швам боковым. Значит, до шва, до вот этой изнаночной петли центральной подреза, получается полочка 45 петель. Где ставить маркеры нам для укороченных рядов? Ну, делим приблизительно пополам и чуть больше. Например, если у меня 45 петель, то я от края отступаю 25 петель. Это чуть больше половины. И ставлю первый маркер. Здесь 25 петель от края. И еще 2 маркера. То есть выточка будет небольшая, всего 6 рядов. И еще 2 маркера с интервалом 5 петель. То есть через 5 петель еще второй маркер. И еще 5 петель, третий. Есть, маркеры расставили. И обычными укороченными рядами, то есть сейчас вяжем лицевой ряд, довязываем до маркера,
его снимаем и разворачиваемся. Изнаночный ряд. Далее третий ряд у нас лицевой. До второго маркера снимаем, разворачиваемся. И так до третьего. И дальше уже вяжем до второй полочки. И здесь аналогично, но только здесь мы будем, получается, разворачиваться по изнанке. То есть вяжем изнаночный ряд 25 петель, разворачиваемся, вяжем лицевой и так по такому же принципу. И дальше уже после этого вяжем цельным полотном, сколько нам нужно длины. Тут уже каждый индивидуально выбирает. Кто-то покороче делает, кто-то подлиннее, сколько нужно. Таким принципом мы чуть-чуть увеличим вот это расстояние по переду, чтобы на груди не подскакивало полотно. Итак, провязали 47 рядов от подреза лицевой гладью и еще 10 рядов резинки 1 на 1 на спицах номер 3. Вот наша выточка. Как она выглядит. Вот здесь у нас разворотные вот эти петли 3. И если провести линию, то вот таким вот образом будет выглядеть наша выточка. Вот так вот. Из 6 рядов. В сантиметрах, значит, от подреза до резинки, тут у нас 47 рядов, это приблизительно 17 сантиметров. И еще резинка 3 сантиметра, то есть всего 20. И теперь будем закрывать петли. Здесь можно, конечно, закрывать и иглой, и обычной протяжкой. Я буду закрывать исландским способом. Я не хочу, чтобы у меня было слишком стянуто по низу, потому и спицы здесь 3, например, а не 2,5. Основное полотно на 3,5, а резинка здесь по низу на 3. Как закрывать петли? Надо так, чтобы петли были развернуты. Да, кстати, перед тем, как резинку я провязала, я совместила ее с вот этим вот, с имитацией шва. Получается, дальше изнаночная петля пошла. И начинала я, получается, кромочная и изнаночная, так, чтобы здесь вот это вот совпало. Ну или уже ориентируйтесь на шов и дальше смотрите, с какой петли вам начинать. И также у меня по спинке было четное количество петель до вот этих швов, поэтому я одну петлю здесь убавила, чтобы было нечетное количество и резинка была симметричная. А теперь приступим к закрытию. Как же я буду закрывать? Значит, вставляем спицу в кромочную петлю. Еще раз, петли должны быть к нам развернуты правой стенкой. Ближе к нам правой стеночкой. И лицевые, и изнаночные. Вставляем спицу в кромочную петлю. И дальше в следующую петлю вот таким вот образом, как снизу, поддеваем ее, вторую петлю, и вытягиваем петлю рабочей ниткой. Вот так. И снимаем. Дальше мы одеваем эту петлю опять на спицу. Поддеваем следующую петлю. Вот так вот ее вытягиваем. И провязываем петлю с рабочей нитки. Снимаем. Далее опять одеваем ее на спицу. Поддеваем следующую петлю снизу.
и вытягиваем из нее петлю с рабочей нитки. Здесь аккуратно, у меня тут много ниток, чтобы все подцепить. И снимаем. И вот такой вот у нас край получается. Покажу на образце. Вот такой вот будет край. Давайте еще раз. Значит, одеваем петлю на спицу. Следующую петлю поддеваем снизу. И провязываем. Получается как лицевую петлю. И эти петли снимаем. Здесь можно подзатянуть, если слишком свободно. Но я не хочу. Я хочу, чтобы здесь этот край был посвободней. Думаю, все понятно, как закрывать. И дальше уже приступим к обработке планок. Так, закрыли петли резинки по низу. И в конце у нас остается вот такая одна петля. И эта петля у нас будет первой, которую мы наберем из планки. То есть, чтобы не обрезать нитку, мы продолжим набор по полочке. С каким шагом мы будем набирать петли из кромочных? Вот. Главное, чтобы эти кромочные найти и правильно их определить. Вот они. И будем вытягивать из каждых 3 кромочных 5 петель. Это не в счет, это у нас будет первая. Вот из кромочной мы вытягиваем петлю. Одна. Далее ищем между кромочными, межкромочное пространство, вот такие вот 2 ниточки. Вытягиваем вторую петлю из этих 5 петель. Далее опять кромочная, снова межкромочная. Вот так вот подтягиваем кромочную, чтобы найти вот это место. Вставляем спицу и вытягиваем. Это получается 4-я петля из этой пятерки и 5-я из кромочной. Такой вот шаг. Далее мы, получается, со следующей кромочной вытягиваем петлю. И таким вот образом, получается, такие пятерочки у нас будут. Опять кромочная. Далее мы ищем межкромочную. Вытягиваем. Дальше опять кромочная, межкромочная и кромочная. И так вот по краю будем набирать по всей длине полочки до конца. Набираем с таким шагом петли и будем вязать резинкой 1 на 1. Провязали планку 4 ряда, если считать и наборный ряд тоже. Получается наборный ряд и еще 3 ряда. И я уже расставила маркеры для будущих пуговиц. У меня получилось, что у меня будет 7 пуговичек. И от, получается, нижнего края, от низа, здесь отступить нужно 12 петель. Дальше интервал 10 петель повторяется у нас. И в конце остается 7 петель до горловины. И всего 7 маркеров. Получается посерединке с интервалами в 10 петель и от низа 12 петель. И как будем делать отверстие? Очень просто. Вяжем по рисунку резинку 1 на 1, а после маркера провязываем 2 петли вместе, лицевую и изнаночную, и делаем накид. Пуговички будут небольшие, где-то 12 миллиметров в диаметре. Поэтому вяжем сначала просто резинкой 1 на 1
Провязали 12 петель и дошли до маркера. И провяжем просто 2 вместе, лицевую и изнаночную, и накид. И дальше вяжем резинкой 1 на 1 до следующего отверстия. И тут точно так же провязываем петли, провязываем 2 вместе, делаем накид. В следующем ряду этот накид мы вяжем лицевой петлей, чтобы он дальше продолжал вот эту изнаночную петлю. Будут такие небольшие отверстия. Следующий ряд, это получается у нас будет 5, нет, это 5, следующий ряд будет 6, и всего нужно провязать 10 рядов резинки точно так же, как мы вязали здесь. 10 рядов резинки и закрываем таким же способом. Готова наша планка по правой полочке с отверстиями. Вот как они выглядят. Небольшие отверстия для небольших пуговиц. Всего получается с наборным рядом 10 рядов отвязано, и закрытие такое же, как и по низу. И точно такую же планку, только без отверстий, нужно поднять по левой полочке. Здесь желательно посчитать, чтобы было такое же количество петель, чтобы планки у нас были одинаковые. И тоже закрытие. И можно приступать к проймам. Я уже одну пройму обвязала. Вот какая она выглядит. Тоже резинка 1 на 1. И здесь вот такие вот убавки в подрезе. Всего получается по 4 убавки с каждой стороны. Всего получается 8 убавок. И здесь у нас здесь не 10 рядов, а 8. Покажу, как набирать петли из проймы. Значит, по кромочным с таким же шагом будем набирать. Из 3 кромочных 5 петель, а здесь из подреза из каждой петли, и получается из погона тут просто эти петли нужно будет провязать, как они открытые, такими, как они есть. И берем спицы номер 3 и начнем набирать. Находим вот эту петлю, которая у нас имитирует шов, или центральную петлю подреза, и будем отсюда начинать набор. Здесь будет первая петля ряда. У нас мы вязали, получается, сверху вниз, поэтому косички у нас вот так, петли в эту сторону идут, а мы будем делать зеркально, вверх ногами, чтобы из каждой, получается, петли поднять, чтобы они были друг напротив друга. Поэтому находим вот эту изнаночную. Вот, можно посмотреть, перевернуть. Вот одна петля, а мы берем чуть ниже. Вставляем спицу в петлю чуть ниже. И поднимаем первую петлю. Вот так. И дальше смотрим из, получается, лицевых перевернутых. Вот, получается, самая верхняя, а мы чуть ниже вставляем спицу. Вот она, перевернутая петля. И поднимаем из нее. И дальше уже двигаемся в соседнюю петлю. Поднимаем. Всего, получается, нужно из подреза поднять столько же такое же количество, 9 петель, как у нас было набрано. То есть уже 3. Это, получается, половинка подреза будет. Половинка тут будет 5, а тут 4, так как мы с центральной петли начинаем. 3. Далее 4. И 5.
Петли из подреза готовы. Теперь приступаем к кромочным. У нас вот такое вот есть немножко расстояние растянутое. Мы его пропускаем и начинаем с первой кромочной. Поднимаем петлю. И дальше с таким же шагом, как мы делали по планке, то есть из каждых 3 кромочных набираем 5 петель, используя межкромочное пространство. То есть вот это вот место между кромочными. Вот так. Получается 3 кромочные, 1, 2, 3 и 5 петель. И дальше опять начинаем со следующей кромочной и с таким шагом поднимаем до нашего погона. Итак, почти добрали петли до погона. Петли погона я для удобства одела на спицу. И здесь у нас такое вот растянутое место. У нас тут были накиды и прибавки. Здесь тоже с таким же шагом. Вот у нас следующая кромочная. Захватываем ее. И дальше вот эта вот половинка одной кромочной подтягиваем. Находим вот это место между кромочными. Вытягиваем отсюда тоже петлю. Получается вторая из этой пятерки. Дальше просто из кромочной. И еще здесь можно добрать 2 петли. Тут уже можно импровизировать. Получается сейчас кромочная, сейчас должно быть межкромочное пространство. Можно просто вот так из какой-нибудь петельки вытянуть. И еще раз из вот этой будто бы кромочной петли. Есть. И дальше вяжем просто лицевыми петли погона. И далее уже с обычным шагом из каждых 3 кромочных 5 петель и до подреза. Итак, дошли до подреза. И здесь из подреза еще 4 петли нужно добрать. Находим эти перевернутые петли. Вот 1, 2, 3 и 4. И поднимаем. Вот наша самая верхняя и чуть ниже ряд. И отсюда поднимаем петлю. Дальше соседнюю. Это 2. Третья и 4. Есть, петли подняли. И вяжем резинкой 1 на 1, начиная вот с нашей первой. Получается, я перетяну сейчас леску, чтобы удобно было вязать. Итак, вот наша первая петля ряда, которую мы набирали первую. Она у нас так и идет изнаночная, как бы продолжая шов. И от нее уже будем делать резинку 1 на 1. То есть это первая изнаночная, и дальше лицевая, изнаночная. И если у нас вдруг не сойдется в конце, можно сделать убавку, чтобы сошлись петли. Вяжем так резинку 1 на 1 3 ряда. И в 4 сделаем 2 убавки. Итак, провязали 3 ряда. Если считать вместе с наборным рядом, то 3 ряда. И получается теперь будет 4-й ряд, и в этом ряду у нас первая убавка. Вот наша центральная петля от шва, центральная петля подреза. Вяжем 3 петли по рисунку.
петли есть, и вот эти 2 петли нужно провязать вместе. Но таким образом, чтобы вот эта лицевая петля, она как бы продолжалась. Поэтому переставляем ее удобным способом и провязываем вместе с изнаночной. 2 петли вместе. Вот так. Дальше у нас идет лицевая, мы так и вяжем лицевую. И здесь получается тоже 3 петли. Тоже 3 петли. Давайте покажу на готовом уже варианте. Вот получается центральная петля. От нее, если отсчитывать 1, 2, 3, 4, в четвертом, вот это, в четвертой лицевой мы делаем убавки. Получается, в четвертом ряду вместе с изнаночной провязали. И далее в 5 ряду, то есть сразу же в следующем ряду еще раз 2 вместе, чтобы у нас как бы пошел дальше рисунок резинки 1 на 1. И вот так вот, с одной стороны и с другой. Здесь симметрично. Вот так вот уходят петли. Получается центральная петля и 1, 2, 3. И вот эта вот третья петля от центральной, в нее как бы уходят петли, скрываются с разным наклоном, так чтобы вот эти лицевые они продолжались дорожками. Получается убавки в 4-м, в 5-м ряду. Здесь так же само, только получается, что мы начинаем ряд отсюда и заканчиваем тоже убавкой в 4-м ряду, в 5-м. Далее 6-й ряд вяжем просто резинкой 1 на 1, и в 7-м и 8-м опять аналогичные убавки, чтобы вот так вот у нас убавлялось и вот так не провисала эта обработка проймы, чтобы она продолжала геометрию тела. Вот так. И получается 7-й, 8-й ряд убавка, и сразу же после 8-го ряда у нас закрытие. Думаю, тут все понятно. Вяжем с убавками, и можно будет приступить к горловине, к обработке горловины. Обвязали наши проймы с убавками и закрыли исландским способом. И в завершении покажу, как вот так аккуратно в круг соединить наш стык, который получается. Вот, когда мы закрываем, у нас вот такая вот в конце получается петелька. Мы вытягиваем нитку, обрезаем ее, и можно с помощью крючка сделать это более незаметным. Вставляем крючок, вот получается, вот в эту косичку слева от нашей нитки, вставляем, поддеваем нитку и вытягиваем ее. И дальше мы вставляем крючок вот в эту петельку. Получается, снаружи вот так вставляем крючок и еще раз вытягиваем нитку. Вытянули. Так вот поправляем. И теперь можно эту нитку вывести на изнанку. Вот так. И дальше уже там спрятать по изнанке, чтобы у нас эта петля просто не торчала. Вот такие вот у нас проймы получились. И теперь можно приступать к обработке горловины. Она у нас в конце идет. Здесь у нас будет еще одно отверстие, последнее. Как мы будем поднимать тут петли по горловине? У нас тут с разным шагом получится, потому что у нас есть планка, из которой мы будем с нашим шагом, как из трех кромочных 5 петель. Далее у нас участок, где мы добирали воздушными петлями 6. Здесь из каждой петли
из каждой вот такой косички по одной петле. Вот у нас такие косички получились. Далее у нас идут кромочные, вот такие вытянутые. Здесь опять мы из каждых 3 кромочных 5 петель набираем. Далее у нас наш погон. Здесь из каждой косички вот такие вот косички образовались набором длинный хвост. Из каждой косички по одной петле. Далее тут у нас все идет этими косичками по спинке, по горловине спинки. Ну и тут уже мы повторяем. Из погона тоже точно так же, из каждой косички. Далее кромочные. Из 3 кромочных 5 петель мы вытягиваем. Далее участок вот такой вот короткий, воздушные петли из каждой петли. И доходим до планки. Здесь такой же шаг, как и по кромочным. Приступаем. И набираем петли. Здесь, чтобы красиво, можно сделать вот эту петлю первой, где мы закрывали наш исландский способ. Можно вот эту петлю первой использовать. То есть распустить ее. И она у нас будет продолжать как бы вязание вверх. И берем основную нашу нитку. И здесь у нас 3 кромочные, из них нужно сделать 5 петель. Так, набрали мы 5 петель из кромочных, и еще одна кромочная, мы просто из нее вот так вот поднимем петлю. Далее участок у нас, где мы добирали 6 воздушных петель. Здесь из каждой косички нужно по одной петле. Итак, подняли 6 петель. Далее у нас идут кромочные. Вот они, такие вот вытянутые. Здесь мы повторяем наш шаг. 3 кромочные, 5 петель. И далее тут уже из каждой косички. И заканчиваем мы симметрично. Можно даже посчитать, сколько у нас тут петель получилось, чтобы и здесь в конце было столько же. Набираем по горловине и далее будем вязать резинкой 1 на 1. Итак, провязали 4 ряда. Если считать также наборный ряд, как первый, резинкой 1 на 1. И теперь нужно на этой высоте сделать отверстие, которое у нас будет в обвязке горловины. Здесь примерно нужно посмотреть, где наше отверстие, и напротив него сделать еще одно. Точно так же. То есть нужно провязать 3 петли, провязываем, кромочная, лицевая, изнаночная, и 2 петли вместе провязываем, лицевую и изнаночную, вот так, и делаем накид. Точно такое же отверстие, как мы делали по планке. Далее в следующем ряду мы его провязываем в изнаночном, получается этот накид провязываем лицевой петлей,
И далее вяжем просто как изнаночные петли для резинки 1 на 1. И точно так же у нас по горловине мы вяжем 10 рядов резинки 1 на 1 и закрываем таким же способом, как и везде. Это наше последнее такое будет отверстие. Оно приблизительно одинаково. Расстояние получится приблизительно одинаковый интервал между отверстиями. Довязываем, и дальше уже можно будет спрятать кончики, постирать и пришить пуговицы. Или пришить пуговицы и потом постирать. Это уже как кто хочет. И вот уже готовый жилет. Я постирала его и пришила пуговицы. Стирала вручную, а пуговицы пришивала обычной иголкой, но вот этой вот ниточкой, которая шелковая. Она самая тоненькая, и я ей и пришивала пуговицы. Они 1,5 сантиметра в диаметре. На этом все. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вяжете со мной. Пишите, если что-то непонятно и есть вопросы. Желаю вам приятного вязания. И увидимся с вами в следующем видео.